Друзья, всем привет! Прямо сейчас мы с Ваней отправляемся в путешествие по вымирающим деревням. В некоторых из них население не доходит и 100 человек. Там нет ни воды, ни отопления и инфраструктуры. Мы едем туда с несколькими целями. Первое – это показать, как живут люди и как сейчас выглядят такие деревни. Мы купили много продуктовых наборов и хотим их раздать нуждающимся семьям, пенсионерам и узнать, чем им можно помочь. Мы очень волнуемся, так как это наш первый опыт таких поездок. Обязательно досмотрите этот выпуск до конца. Прямо сейчас мы начинаем. Настя сбросить мои данные в Тут даже есть таксофон, смотрите. Звук есть. Ставьте карту или наберите спецслужбу. А у нас в городе вообще есть, кстати, таксофоны? Ты видел? Их убрали. Брали, да? Нет. Не знаю, лет, наверное, 15 не видел таксофоны. А еще вон там, сейчас мы подойдем, люди передвигаются, вот получается, на лошади и на какой-то повозке. Сейчас подойдем, посмотрим. Здесь какой-то товар перевозят. И вот здесь вот такой у них местный дом культуры. Вот где вот такое в городе еще можно увидеть? Ну, конечно, вот сразу буквально вот это идет, получается, дорога в деревню. И вот чуть-чуть буквально вот, да, 100 метров, все, вон уже заброшенный дом стоит. Там тоже вон уже крыша поваленная. То есть вот еще где-то более-менее все держится, и все, и дальше пусто просто. А это вот здесь был такой небольшой бизнес. И дом тоже заброшенный, и тут тоже заброшенный, и через дорогу тоже все заброшенное. В общем, прям печально ездишь, смотришь на это все, и что, ну, просто никто здесь уже не живет. Прямо сейчас мы въезжаем в деревню, в которой проживает всего 100 человек. Можете посмотреть, как она выглядит. И перед тем, как мы пойдем знакомиться с людьми, которые проживают в этой деревне, я вам хочу порекомендовать один социальный канал, который называется «Будь в деле». Мы с ними занимаемся одним делом. Авторов канала зовут Антон и Игорь. На своем канале они помогают людям, которые попадают в непростые жизненные ситуации. Видно, что парни стараются и с душой подходят к своему делу. Несмотря на то, что их каналу всего полгода, они уже помогли многим людям. Больше всего меня зацепила история про бабушку, которая помогает своей 6-летней внучке Иришке. Мама Иришки пропала без вести, а у отца другая семья. И сейчас парни всячески стараются им помогать. И прямо сейчас на их канале вышло новое видео, в котором они собрали Иришку в школу и сходили на ее первую линейку. Переходите на их канал, подписывайтесь. Напишите им в комментариях слова поддержки, им будет очень приятно. И передавайте от меня огромный привет. Ссылку на канал «Будь в деле» я оставлю в описании. Спасибо вам большое. Сейчас будем знакомиться с людьми, будем интересоваться, где проживают те, кому можно помочь. И вот вы все увидите, что у нас получится. Мы взяли разные продукты: молоко, рис, сосиски, чай. Лапша, к чаю там что-то есть, тушенка, сыр. Ваня там даже что-то уже расфасовал. А здесь мы взяли вот небольшие наборы, если встретим, может быть, какие-то семьи, у которых есть школьники. Там вот, кстати, сейчас покажу сразу. Тут тетрадки, ручки, там бумага цветная, кисточки. Ну, то есть вот что-то такое для школьника, я думаю, для творчества, особенно повырезать, посидеть, полепить будет само то. Здесь как вообще с работой? Трудно устроиться куда-то на работу? Да никак, сами по себе. А вы где вот, вы работаете? Да мы сейчас работаем в Кураке.
Ездить, да, приходится? Ну, конечно. Здесь вообще нету работы. Скотину держим. Ну, что-то раньше было, обвалилось, да, у вас? Да это гараж делаю, он маленько его убирать надо будет. Приехали маленько неудачное время, что все думают, что мы кого-то агитируем, приезжаем. Ага. А мы сами по себе просто приехали. Она слышит, только не видит. Здравствуйте! Здравствуйте. Меня зовут Игорь. Мы к вам приехали из Новосибирска и привезли вам продуктов. Мы сейчас, у нас такая акция «День добрых дел», и мы пенсионерам вот такой небольшой знак внимания оказываем. Ну, спасибо вам. Да не за что. Большое. Скажите, пожалуйста, вам нужна какая-то помощь? Чем можно помочь? А не знаю, чем мне только помочь? Мне только продукты, больше ничего не надо мне. Хотя продуктов нечего есть. Да. Но ничего не надо тогда мне. А со зрением вот, может, как-то можно помочь? Нет, уже все. Я уже 90 лет Да. такая, я уже операцию А 25 лет мне было, как я заболела. Кто теперь меня вылечит? Никто. Что случилось? от испуга. От испуга? А чего испугалась? Змею увидела, напугалась. Она со мной спала вот. Так вот, в голову сюда запихала под грудь. А это где И было? так вытянула. А я посла скотину. Здесь что-то было? Колхозных телят посла я. Ну, войну же пошли. Угу. Двое с подружками пошли. Она говорит, ты давай ложись поспи, а потом я, говорит, буду спать. Ты, А говорит, поспишь. ветеран войны На мосту в плащ разослала, я на плащ легла и уснула. Она со мной легла, змея. И тыч меня вот этот вот в грудь. Я проснулась, что это ну, вот. внимание какое-то было. Бросила. Ветеранам вообще никакого внимания. Ну. День Победы и то не могут поздравить. Ну, так А я- В змея... этом году одну гвоздичку привезли, сельсовета подарили. для покойников. А я как-то надмышь от ее отвалилась, она лежит тут вдоль меня. Большая Я была? бежать большая, черная. Глаза, эти брови красные у ей. Это уж. Угу. А уж-то он не кусаться ведь. А я все равно его напугалась. Вот и- Вы испугались, да, и Да, вот я как-то от напугалась. нервов пошло на Ну, глаза? на нервную почву, ну. Я бежать к подружке. Я говорю, ай, да, смотри, что на мосту там у меня на плаше что есть. А там зеркало, у меня вязала кружева, все там лежит на плаше. Она бежит ко мне бегом, ты чё? Я говорю, ай, да, скорее смотри. Прибежали к мосту, а она свернулась калачиком и в зеркало смотрит. Но мы побежали себе палку искать, чтобы убить ее. Пришли, ее нету. А у вас в 25 лет вот начались проблемы со зрением, и оно все Да. хуже и хуже становилось? Я еще неделю работала, там на работе и схватила, зашлепала, и меня под руки привели домой с работы. И сразу тут отцу позвонили на работу, он приехал, меня увезли в больницу в Новосибирске. Какие-то вот, чтобы можно было поделки, вы знаете, для слабовидящих, вот что-то вот чем-то, может быть, как-то вас занять, Ну, не какой-то... знаю, у меня нерв мертвый. Кружки Мне- вяжет. А, вяжет, да? Да. Занимается? Ну, я приду, работаю, вяжу. Пряселка у нее, он пряжет на диване, она все делает. А где она? Это я вот все делаю. Ого, Вот мотаю. очень красиво. Ну, мотаю, кружки вяжу, носки вяжу. И это приду, шерсть. Ей никто и не верит, что она не видит. Но, И, Зачем? что не видит, да, и Ну, вяжет? да, не Она верю. все делает. Ого. Я что, я от вас и не вижу, даже не знаю, кто вы такие. А как слепые работают? Я все говорю, булавки делают слепые, как-то же они делают, Угу. а мне не верят. Булавки, Ну, розетки, вот это все. Да булавки, иголки, это все слепые делают. Теперь мне ничего не надо, теперь только одно место и все на покой. А это, ну, это просто то, что они лежали, да, они Их надо растянутся. под ковер куда-нибудь уложить, чтобы они... Это внутренняя сторона. Они вот это Причем все разные. А вот как вы, смотрите, они, получается, же идет, допустим, по кругу одного цвета, Да, допустим, да. да, серого, А у меня булавка, потом я красного. как начну, булавочку втыкаю и до этой булавки довяжу, тогда опять другую нитку делаю. А, ну то есть вы таким образом можете Да, менять цвета, да? Они да. все по кругу идут Булавкой аккуратненько. Застегиваю булавкой, пристегну это место, откуда начинаю. Красиво.
Мне вот эти два кружка понравились. Один вот с красным, и один вот он такой переливающийся, вот желтый, белый здесь есть, тоже черный. Я вот эти, давайте у вас два кружка, я вас куплю за 1000 рублей. Да ну, так Правда. берите, да и все. Нет, ваше творчество, то, чем вы занимаетесь, оно вот еще может и дарить эмоции другим людям. Спасибо вам большое, что вот уделили время, пустили нас в свой дом. О, да кому как. Приятно было Пустите. познакомиться. До свидания. До свидания. Спасибо вам большое. Вам спасибо за ваш труд. Ребята, вот я вот сейчас разложил. Вы просто посмотрите, как это красиво. Самое главное, что представьте, что это вязал невидящий человек. Что каждый, да, вот каждый ряд, здесь свой какой-то узор, своя плотность. Вот, я даже не знаю, как правильно подобрать слова, и что оно получается таким красивым. Для меня это будет какая-то память, ей приятно, и тоже будут какие-то приятные воспоминания. И я рад, что вот нам удалось, может быть, как-то поднять настроение. Отправляемся дальше. А еще, что меня прям очень сильно раздражает, это вот буквально мы проехали, выехали из деревни, ну и проехали метров 500. И вот как вот это можно объяснить? Это не свалка, это там, то есть откуда здесь вот это появился весь мусор? Как будто вот он так идет в ряд, как будто вот так кто-то взял и его и выложил. Ну вот как, люди? Ну неужто нельзя нормально вывести мусор? Здесь такая природа, такой воздух. Ладно, я понимаю, вот зелень, да, она перегниет. Но вот этот мусор, он же никуда не денется отсюда. Диваны какие-то, матрасы, колеса, даже игрушки детские. Первая машина проехала за весь день. Увидели единственную машину. И что еще самое страшное, это что вот если посмотреть, почти любая бутылка, которую мы здесь увидим, она из-под алкоголя. А вот тут мы сейчас мимо проезжали, увидели это типа такой заброшенный мост. И вон там вдалеке стоит дом. И к нему нету вообще никакого подъезда, ни подхода. То есть этот дом стоит просто один. Нам стало интересно, ну вот, как они себе привозят продукты. Как они, если у них есть машина, как они туда приезжают. Прям по нему страшно идти, потому что, ну вон, смотрите, дыры. Даже провалиться, мне кажется. Ёпарасоте! Я чуть не провалился! Вон туда, в бок не подходи! Просто прямо иди! Дороги никакой нету, вот стоит один дом и собаки. Как вы сюда продукты привозите? Как вот вы здесь? Ну вот так через вот, никак. речку. Она говорит, за этот мост запросили 60 миллионов. Я говорю, какие 60 миллионов? Там речка, 2 трубы вот таких вот, снизу и одну сверху. С этой стороны засыпать и с той стороны засыпать. И все. А зимой еще заметает и вообще никак. А там речка зимой не замерзает посередине. Вы в сапогах через речку идете? Конечно, а как? Конечно. А вы здесь одни, да? Вот в один дом На этой ваш стороне, стоит? да. Давно мост вот такой вот уже? В аварийном состоянии мы вот здесь 9 лет 9. живем. Еще более-менее вот лесничество, когда работало, они вот подсыпят, подделают, чтобы им лес удобно было. А по нему возить. прям ездили раньше? Да. по этому Конечно, мосту? лес возили. Сейчас просто вообще не выглядит, что на нем Ну, когда-то ездили. Ну, Уралы ходили, лес возили. Ого. КамАЗы, Так что Уралы. вот так вот мы и живем. Потому что вот позапрошлый год подожгли вот за нас, вон там поляна огромная, сено люди косят, раньше косили. Вот кто-то поджег, они подъехали, а к нам ни пожарка не подойти, ни скорая, ничего Ну, так вот вообще. все коснись. Вот, мало Они ли что. ведрами с речки воду У таскали, меня вот вот мать это больная была, председатель ей наш 90 лет ей. сельсовета. Вот и ее туда на носилках, скоро туда подойдет, на носилках несешь. А зимой заметет вообще никак. Ну как? Ну Ого. никак. С работы вообще. Вот только бюджетники больницы, сельсовет, там почта. А частных каких-то предприятий ничего Нету. 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 И хозяйство тоже, да, все закрылось. Ну, сельское Все хозяйство. закрылось, все растащили, все разбомбили, все.
Колхоз был, конечно, все тут. И колхоз, и пилорамы были здесь. Здесь работы было. А вы сейчас работаете А где-то? где? Где? Тоже. Негде. Негде. Иногда в город ездит, когда совсем туго. И А в не мы здесь Новосибирск одни. ехать или в Кемерово, это прежде чем надо вести с собой в кармане. Денег, квартиру уже снимать надо, кушать 1,5 месяца что-то надо, прежде чем работать. Правильно? Ну, у меня мужа дети уже первого взрослые, брака. внуки уже тоже. Общих нет. А помогают дети? Ну, мне как я у ребенка просить не стыдно, пока руки-ноги шевелятся. Мы сами. Вообще-то должен Ничего я не бы как кого. еще помогать. Вот у бабушки Скалымиш, да, ей 80 лет там, или 70 лет. Да у нее стыдно деньги брать. Как у нее деньги брать? Она вот Честное дает слово, эти так. копейки от себя отрывает, а остальное несет в аптеку. Вот и все. Ну что такое 10 тысяч сейчас, да? Я не знаю. Дрова. В магазин покупают, зайдешь, всё покупают. С 1000, да? Ну что возьмешь? Крепимся, держимся. Ну а вот если был бы выбор, например, уехать в город, да, жить, и либо остаться здесь, но здесь при этом все развито, и хозяйство, и Ну, работа. конечно, бы я в Здесь, деревне здесь жил. Как? остались. Конечно, Лучше. жил. Я в деревне родился и вырос. Ну как раньше? Советский Союз был, да? Все работали, 100 рублей покупали, все рады были. Все было в магазинах, все. Много ведь не только наши деревни разваленные, правильно же? что По ли? всей Начиная с России Новосибирской так Да, вот почему По всей не, России. вот, не развивает. не Сколько мяса, развивают, молока, да, вот масла, это да, же- творога, это реальные хлеба, деньги. Мы можем картошки. кормить. Раньше же все садили, все Новосибирск. свое. Ничего не закупали. Почему не делают? Почему Люди не были поставить здоровые, директора, люди. Мы например? босиком бегали и не простывали никогда. Хлеб жуем потихоньку. Ладно, мы пойдем. Возьмите, все равно, я думаю, не вам надо пригодится. Несите, вот тут. Держите. деду У нас их много. А то неудобно, мы молодые. Ладно, чё? нормально все. Вот там где-то через реку они ходят, ну, на ту сторону, чтобы до магазина что-то пройти в резиновых сапогах. Здесь по мосту ходить они боятся, ну, потому что здесь, ну, реально, как бы, опасно. И плюс тут, как бы, все заколочено, что тут не пройдешь. Ой, Ваня, опять падаю. Давай, давай, смелей. Ну, не так смело, поаккуратнее. И просто в один день ты можешь взять и провалиться. И тут даже он что-то горело уже. То есть это надо какое усилие приложить, чтобы этот мост сломать, ну, вся подо мной. Ну да, но по бокам-то вон все уже и так гниет. Прям совсем плохие доски уже. Вань, я только сейчас понял, зачем нужны таксофоны. Связи-то нету на телефоне. Да? Поэтому и таксофоны стоят. Самое страшное, что вот когда подходишь, боишься, что есть собака и что на тебя может напасть собака. Хотя она там вон есть. Здравствуйте! Есть кто-нибудь? Сразу услышала. А мы к вам из Новосибирска приехали. Привезли, ну, здесь продуктовый набор, это небольшое внимание. Спасибо. Говорите, бабушка лежит, ей какая-то помощь нужна? Она как, она разговаривает с сознанием? Да, она книги читает, телевизор смотрит. А, ну просто что с опорно-двигательной, Да, 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 системой? В продуктах, ну, есть какая-то вот сложность? У нас в магазине вообще ничего нет, редко когда чего возят такое. Антонина Григорьевна, здравствуйте. А вы говорите, у вас печку, да, недавно ремонтировали? Да, Вот это вообще, то есть полностью меняли? полностью печку убирали. А со старой что было печкой? А она вся уже негодна была. Дымить начала, кирпичи старые, рушиться стало. Подскажите, а вам какие-то, может быть, лекарства нужно привезти? Есть в чем-то вот, Лекарства, чем так я- помочь можно? У меня всякого лекарства полно. Кого мне теперь уж надо? 94 года. Кого мне теперь? Вам 94 года? Да. Вы для своего возраста вы и говорите хорошо, у вас сознание ну, ясное, светлое. Ничего еще путаюсь, но забываю кое-что. А так еще ничего. Голова еще работает. Да, нам бы всем до стольки дожить. Дал бы Бог всем. Да. Всем бы головушку такую и глазоньки. Мне вот 94 года, я сколько книг прочитал. У-у-у. Ну, то есть все равно зрение у вас более-менее хорошее. Да, ничего. Если же еще солнышко светит, я еще обязательно почитаю. А скажите, а то есть вообще вы встать не можете? И я сяду вот посидеть. Посидеть. А на ногах стоять ни граммочки не могу, нисколько. Упаду А сразу. это давно случилось? Да 2 года уже как не хожу. А так-то я с тросточкой ходила, а потом парализовала. И я все. А инсульт случился или? Да. М. А потом еще ходила. С тросточкой ходила, а потом уже не могла, костыли принесли. Костылями еще ходил, в баню сходу. А потом все упало и крышка.
А это вообще нога-то парализована, она ни пальцы не гнутся, ничего, и рука такая же. Вот здесь разработалась мало силы никакой их нету. Колясочка есть, да, так, на улицу куда-то там, А это в город? Алёша внуку какую-то старенькую привез, она старая, никудышная, ну, что сделать? Как уж ладно, хоть баню вот сводит. Мгм. Придут соседи с сыном, придут, меня с Галида увезут. Не знаю, сынок, никого уж мне не надо. Я уже так вот думаю, что ничего, мне надо скорее умереть. Вот. А зачем жить такому человеку? Людей мать. Ей тоже 70 лет скоро. Измучилась, а вот полежать вот так вот день и ночь. Не сплю ночами, не сплю, что попало, так лезет в голову. Не дай бог, сыночки, не дай бог никому. Дед-то помер. Не знаю, сколько уже, годов 10, наверное, как помер. А я вот осталась доченька, была у меня один ребенок, единственный помер. Ей 50 лет было, она померла, а я вот осталась, видишь как. И вот 2 внучки было, и внук. Ну, кроме внука, никто, внучка одна умерла. Тоже сердечная недостаточность признали. Не знаю, что. Я с ним жила, с ними. И внук-то он живет в Искитиме, он тоже вот приедет, побудет 23, 4, 5 и уедет. А его брать-то меня некуда, потому что съемная квартира куда возьмешь. Живу, вот избу купила эту с Галиной, сделали тут все. Да, у вас очень уютно, и участок очень красивый, мы подметили. А вот я смотрю, у вас на столе медаль стоит. Это что за медаль? Медаль, это 5-я медаль у меня. Труженик. Я труженик тыла. Я всю войну проработала. Я так в сиротстве росла всю жизнь. И плохо, очень плохо жила. И вот так и старость такая пришла. Что мне надо? Мне ничего не надо. Вот рубашон надену и лежу в ней. Я вот коляску хотела, вот это да. А где, кто ее мне купит? А мне ее не купить на пенсию. Она вообще, что ли, не Да, рабочая? она, видишь, у нее колеса уже от велосипеда. Собрано кое-как, ее Леша собрал, внук. А эти колеса передние вообще не работают, так они меня задом возят. Ну, Я то есть была она хорошо. вам нужна, чтобы не только на кровати лежать, чтобы где-то на улице по свежим Вот воздухом именно, подышать. свежий воздух подышать бы. Да, там подъехать, там к цветочкам можешь покопаться, что-то Да, там. да. В войну я работал всю жизнь. У меня ни одеть, ни обуть, ничего не было. Снег, иней, бело, трава. А я босиком на работу. Вот они ноги-то все простужены. А есть-то что было? Бабушка сварит лебеду. Котелочек нальет, мне ложку тут больше, пойду с этим на работу. Вот как жила, мой хороший. Я работала как лошадь. Как лошадь. А песни петь я молодец. У меня тут, наверное, их миллионы песен. Я пела очень хорошо. Ага, и люблю песни, ой. А когда не сплю, не спится мне, я вот песню какую-нибудь вспомню и в памяти так пою ее, чтобы только снуть. Много песен знаю, хохладских всяких. Еще, я думаю, увидимся. Да дай бог, сыночек, дай бог. Все, до свидания. Как вы на коляске спускаете? Не Вот понял. этот стеллаж ложится на ступеньки. И понял. Да, и баня. Ну, предусмотрели, да? Ну, сразу все дороги. Так вот мы с Ваней проехались, конечно, сняли вот леса, поля, все очень красиво. Видно очень много, конечно, и заброшенных мест. Казалось бы, футбольное поле. То есть можно ходи, играй, развивайся, турники, брусья. И вот эти вот бескрайние поля, которые мы все видим, которые еще лет там 50-100 назад, где раньше здесь кипела жизнь, работали, сеяли пшеницу. И все было хорошо, сейчас, конечно, становится все хуже и хуже. Приехали до их местного магазина и зайдем посмотрим, что продается. Здрасте. Арбузики. Ну, то есть, в принципе, все есть, правда, ассортимент небольшой. Ну а так, все продукты, которые нужны, все здесь есть. Время уже 8 часов. Сейчас мы, наверное, на сегодня будем закругляться, возьмем продукты, потому что мы последний раз кушали, когда утром проснулись и завтракали. Так, ну что, мы набрали набор студента. Доширак, хлебушек, попить. И что-нибудь вкусное перекусить еще. Да, Вань? И еще доширак. Еще один. Да, можно считать. Наш продуктовый набор состоит из чая,
лапши, здесь банка тушенки, к чаю тортик взяли небольшой, сосиски, рис и молоко. Там живет семья с 5 детьми. Пойдем с ними сейчас познакомимся. Горит ли свет в доме? И если горит, значит они дома. А, вон, там кто-то есть, сейчас выйдут. Просто вот небольшая поддержка вашей семье. Спасибо. Спасибо. Скажите, а у вас ребятишки дома? Нет, они гуляют, он у соседей с ребятишками играет. У меня один в армии, а один поступил нынче в колледж учиться. Ну, один дома, потому что мы пенсию не можем оформить ему. Не дают нам. А лет сколько? У вас сколько детей? 5. 5? Ему 16, он у меня не научился ни читать, ни писать, но пенсию мы не можем оформить. Нам не дают, сказали, руки, ноги есть, работать может. А остальным сколько? Ну, вот. 1 класс пошел и в садик. Привет! Как тебя зовут? Привет. Меня Игорь. Очень приятно, Игорь. Кирилл. Парни, чем занимаетесь здесь? Что делаете каждый день? Играетесь, наверное? Да. 1 класс пошел? Да. Но у нас, значит, для тебя есть подарок. Сейчас принесем. Держи. Так как ты пошел в 1 класс, это здесь тебе учебные принадлежности, там тетрадки, ручки. Ну, я думаю, разберется. Можешь открыть, посмотреть. То есть такой небольшой набор для первоклассника, я думаю, само то. Угу. Держи, это две. Спасибо. Поделишься с братом и мамой. Хорошо? Дружные братья, да? Мам, спокойнее. Есть вот что, чего бы ты хотел бы? Велик скоростной. Вот еще один сын идет, который вот больной у меня. А он разговаривает, понимает? Разговаривает, да. Он соседке ходит, помогает, она тоже одна. Она тоже одна, мужа похоронила. Он все понимает, просто он не умеет ни читать, ни писать. Ну, вот так вот он подошел, ну, там с вами Он мне поговорил. По помогает. нему не скажешь, что какие-то есть отклонения. Он доброжелательный, его учителя все хвалили, что вот он, ну как, такой вот доброжелательный, что со всеми. А его возможно обучить? Я не знаю, вы 9 лет учили в школе. А вы сами пробовали я как-то? пробовала, да, буквы мы с ним пытались учить, и он тут же их вроде скажет, через 15 минут он уже не знает. А эти с чем это буквы. связано? Вы делали какие-то обследования? Почему вот так? Ну, это тяжелые роды были у меня. Помочь в этом можно его как-то, ну, чтобы он обучился читать, Ну, писать? я не знаю, куда это. Отправляют в одну больницу на Инскую, и все, а там... А вы, ну, то есть и индивидуально пробовали заниматься, и всяко да, разное, то есть и психолог с ним пытался. ничего, да, не помогло? М-м. Самостоятельным же может быть без вас? Нет, он не сможет не сварить, он может только разогреть. То есть у него, получается, именно как-то с памятью, да? С То есть памятью. именно запоминать Да, что-то. пытались эту память с памятью. Нет, он не запоминает. Крепкого Может. здоровья ребятишкам, пусть все у них сложится Спасибо. и всю жизнь хорошо будет. До свидания. Ты чё, Гуль? А ты куда? Кошка тут. Иска. Ты чё? Одна тут? Показывай, приду. А тут недалеко, тут немножко осталось. А ты там помогаешь ей? Да, сегодня помогал я. Что делал? Ну, картошку выкапывал, помогал. Ого, молодец. Вот и заплатил мне за работу. А ты чем занимаешься? Ну, я не тем, я дома, я уже отучился. Ага. А чем нравится заниматься? Не знаю я, чем нравится. Вскоре я люблю технологию. Технологию? Да. А что именно? Ну, там выпили, там все. Выжигать там все любил. Угу. Все, что попадает, то и делаю. А есть у тебя, может быть, какое-то вот желание, которое вот ты хотел бы осуществить, но у тебя не получается? Да. Хотел на самолете полетать. Я никогда не летал на вертолете. В вертолете последний не сидел никогда. Только прилетал, тут я не садился. Не успевал, он улетал. Подожди, прям быстро-быстро идешь. Не Да. успеваю за тобой. Я спортивный, потому что я вскоре на физру всегда бегаю там. А спортом любишь заниматься? Да, люблю. А каким? Любым. На коньках катаюсь, на лыжах. Летом всегда бегаю. Весной тоже всегда бегаю.
А на коньках где здесь катаешься? Там в школе, в коробках там, на территории. Заливают, да, туда? Да, там заливают зимой. А коньки у тебя есть? Своих нету. А ты в аренду берешь? Да, там не в аренде, там просто дают все на день. Я не понял, имею в виду, коньки там дают, когда ты в школе учился? Да. А сейчас ты же школу закончил? Да, сейчас не дают. То есть ты сейчас не можешь прийти, да, и покататься? Ну, если разрешит мой учитель, могу взять, если я не учу в школе. А если я учу в школе, могу если на день взять домой, покататься. И лыжи также зимой. Вот на день взять, и все. Мы с города приехали, мы такую небольшую продуктовую помощь развозим. Да. И вот хотели бы вам передать. Мы вот ребятишкам тоже там школьный набор. А вы здесь с кем живете? А сыну сколько лет? 8 лет. А, сын, да? Как зовут? Кирилл. Меня Игорь зовут, очень приятно. Так, тогда у нас для Кирилла и для вас есть небольшой сюрприз сейчас. Держи, это тебе набор школьника. Вот первый бери, вот этот верхний. Ага, а это вам. Ага, спасибо. Да как в деревне живем, господи, как мы живем. Работы нет, вон какая деревня большая. Трудоспособного населения это много, а толку-то. Что, вот у меня тоже вот взрослые 3 детей, один вот уехал вообще далеко, на Урал, 2 в Новосибирске. В колхозе ловить нечего. Да, в колхозе делать нечего. Какой у вас распорядок дня? Вот чем занимаетесь обычно? Ну чем, утром встаем, школа у нас, ну а я, естественно, одна тоже. Вы прям до школы провожаете его? Конечно. Далеко обязательно. до школы? Ну, школа у нас в центре, за мостом там. Это сколько до нее? Девочку. Ой, ну я не знаю, примерно, ну, наверное, километра, может, 2. Провожаете в школу? Да, назад возвращаюсь, ну, домашние дела. Сейчас вот огороды, картошку рою. Частная пилорама закрылась, государственная. А вы сейчас тоже. не работаете? Нет. Я уже... А раньше вот где последний раз? Последний раз я в школе работала заведующей. Ну а вот как вот вы, без работы, вы где-то подрабатываете? Ну я как, я вот сейчас по потере кормильца пока получаю пенсию на ребенка по уходу за ним. Так вот и живем, вот теперь и крушим, все рушим, надо обустраиваться заново. Да мне-то уж куда, господи, конечно бы, может, уехала бы, но я не хочу в город. В городе все равно уже не то обучение, и дети там как-то, мне кажется, совсем другие. В деревне все равно маленько попроще, да и поспокойнее. Конечно, все рассыпается. И живем, куда нам деваться. Мы духом не падаем. Да, это самое главное. Но столько же земель конечно, пустует. Вообще. Бесхозных. Это все зарастает, конечно, лесом. Ну и лес хорошо, и... А так-то люди-то без работы спиваются, поэтому успеваются люди. Раньше колхозы даже были, все равно у людей какое-то стремление было. И выпивали, конечно, раньше, но и работали. Ну, в меру. Я вот даже помню же все это, мне же уж тоже немало лет. Ну, вот. И сами же в колхозах работали. Всяко бывало, и люди работали. А сейчас уже, нет такого от безделия, интереса. да, от безделия получается? Сейчас вот посмотришь, трудоспособного населения-то еще в деревне-то много. А толку-то от этого? Нету рабочих мест, все. Ну, то есть они что, проснулись? Если что-то где-то и появляется, люди уже, кто-то частное какое-то производство, и уже присматриваются. Ага, вот он выпивает, его уже не стоит на работу брать. Ну, естественно, человек уже затягивается в эту пьяну. Надо учить пятерошников. Ну да, только воспитание и какой-то свой личный пример. Ну, так это естественно. Ладно, Ну, спасибо ладно, вам всё, большое. Вам, ребята, счастливенько. Да, и вам. Мы едем в гостиницу, мы там ночуем, и завтра у нас еще остались продуктовые наборы, нужно все дораздать. И завтра мы вам еще пару историй расскажем, познакомим с людьми. А сейчас вот посмотрите, все стемнело, и мы едем куда-то в темноту. Сейчас по навигатору ищем гостиницу. Конечно, мы себе эту поездку маленько по-другому представляли, что как-то будет все более позитивно, что ли, может быть. Как так случилось, что вот до такого все дошло? Ну ладно, не будем о плохом, едем отдыхать, и завтра